Заявление Беларуси о вступлении в войну в ближайшее время. Министр обороны готов воевать вместе с Россией. Зеленский поставил ультиматум, срок несколько дней. Что требует президент? Пашинян едет к Путину. Внезапное решение в разгар конфликта. О чем будут говорить? Страна Евросоюза направила ноту Киеву, за что требуют извинений. К диктатору привезли организатора протестов без наручников. Об этих и других событиях к утру четверга, 4 июня. Четверг на календаре, а нехта в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Олесь Корниенко, мы начинаем. Еще одна страна заявляет о возможности вступления в войну, о высокой вероятности вступления в конфликт с Западом вместе с Россией, заявил министр обороны Беларуси. Такую оценку Виктор Хренин высказал на встрече министров обороны стран АДКБ в Москве. По его словам, возможный конфликт России и Беларуси с НАТО способен быстро перерасти из регионального в глобальный, но виноваты, конечно же, не Лукашенко с Путиным. Западными политическими элитами и связанными с ними оборонными корпорациями именно война рассматривается как залог внутренней консолидации и устойчивой прибыли. Хренин утверждает, что наращивание сил Альянса в Польше и странах Балтии выглядит как подготовка к военному противостоянию. В качестве аргумента привел рост военных расходов НАТО и увеличение контингента у границ союзного государства. На этом фоне Беларусь продолжает активно милитаризироваться. В стране уже размещены российское тактическое ядерное оружие и комплекс «Орешник». Мы готовимся к войне. Дым над Питером после визита украинских дронов еще не исчез, а в Кремле придумали новую цель, так называемый СВО. Придумал ее не Путин, а его помощник и пресс-секретарь. Довольно неуклюже, пытаясь перенаправить вопросы об ударе по Санкт-Петербургу, Песков пришел к парадоксальному выводу. Надеюсь, вы сидите. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Интересно, когда Песков начнет говорить о том, что СВО Путин начал для того, чтобы Мадьяр не обстреливал Кремль. А вот Z-блогеры комментируют удары по Санкт-Петербургу совсем по-другому. Пропагандист Роман Алехин не смог сдержать эмоций. Мы проводим все более дорогие форумы за форумами, на которых обсуждают то, что можно обсудить по телефону или онлайн, без затрат. Наши чиновники говорят громкие слова, но противник ничего не говорит, а просто молча наносит очень чувствительные удары как по реальным объектам, так и по имиджу власти. Ну, тут и не поспоришь. Тем временем украинские защитники продолжают возвращаться туда, где оккупанты чувствовали себя как дома. Бойцы 3-го армейского корпуса Украины показали новые кадры ударов по российской технике в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Под прицелом снова оказались грузовики, микроавтобусы и бронетехника. Но есть один поразительный нюанс. В этот раз в кадр попала знаменитая Донбасс-арена, бывший дом донецкого шахтера, который после начала войны стал одним из символов оккупированного Донецка. А где появятся украинские дроны завтра? Может, в форточке кабинета Гауляйтера-Пушилина? Топливный кризис расползается по России. Масштабы проблемы в Подмосковье оказались гораздо больше, чем казалось еще пару дней тому. Ограничения подтверждают и крупные сети, включая «Газпром» и «Лукойл». Где-то уже отпускают по 60 литров, где-то можно шикануть и заправить целых 95. Ранее проблемы начались в Белгородской, Курской областях, Иркутске и Санкт-Петербурге. На оккупированных территориях настоящий ад. Дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. А украинские дроны продолжают уничтожать НПЗ и даже бензовозы. Как думаете, как скоро произойдет введение талонов на топливо по всей России? Неожиданный поворот. За несколько дней до парламентских выборов Никол Пашинян анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора с президентом России мы договорились, что после выборов я совершу визит в РФ. Мы встретимся и решим все текущие вопросы. Речь о звонке, который состоялся в день рождения армянского премьера 1 июня. Пока Путин поздравлял Пашиняна, Россельхознадзор ввел очередной запрет на армянские продукты. Очень похоже на давление на Украину в 2013 году. Тогда Москва сумела заставить Януковича в последний момент передумать подписывать с Евросоюзом важнейшее соглашение. Как думаете, Пашинян дает задний ход или решил провести Москву и получить передышку перед выборами? В Киеве на Банковой заметно накаляются страсти. Президент Украины выразил свое недовольство неназванными чиновниками. Зеленский дал им несколько дней на исполнение важного задания и пригрозил серьезными кадровыми выводами в случае невыполнения. Оказалось, что договор на поставки дополнительных средств противовоздушной обороны просто не готов. Президент дал на исполнение указания всего неделю. Заискрило между официальным Киевом и одной из стран Евросоюза. Свои претензии озвучили Афины. У берегов Греции нашли украинский боевой дрон со взрывчаткой. По данным греческих властей, аппарат обнаружили рыбаки возле острова Левкада. Сообщается, что он нес около 100 килограммов взрывчатки и, предположительно, должен был атаковать судно российского теневого флота в Средиземном море. Греция уже направила Киеву официальный протест. В Афинах требуют признать ошибку и вывести все подобные аппараты из Средиземного моря. Более того, министр обороны страны ранее заявил, что Украина должна Греции очень большие извинения. Обнаруженное в греческих территориальных водах беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу морскому судоходству и могло привести к гибели мирных жителей. Оно также могло нанести неисчислимый экологический ущерб. Право Украины на самооборону не может оправдывать такие действия. Впрочем, в Киеве с такой версией не согласны. Украинский МИД подчеркивает, что доказательств связи найденного дрона с украинскими военными нет. Как жив ты, здоров? Я хорошо. Наконец-то ты появился на родине. Спасибо, что пригласили. Эти кадры могут обмануть любого, но на них мы видим встречу двух давних врагов. К Лукашенко приехал владелец Уралхима Дмитрий Мазепин. В 2020 году и позже госпропаганда в Беларуси обвиняла этого крупного российского бизнесмена в организации протестов в стране. Уроженец Минска Мазепин это отрицал. А мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву? Она не должна никуда уехать. Опытный хозяин встречи сразу намекнул, что знает о наличии у него в распоряжении заложника. Обратите внимание, как приуныл гость после этого невинного вопросика. В свое время Мазепин закончил Минское Суворовское училище и начинал карьеру военным переводчиком, а значит, скорее всего, был связан с ГРУ, поэтому знает эти чекистские приемчики. Кроме того, у Мазепина есть и еще один повод опасаться встречи с этим улыбчивым дедушкой. Первый их конфликт случился еще в 2013 году, когда Лукашенко воевал с Уралкалием, одним из совладельцев которого был Мазепин. Богатый человек должен работать на свою родину. Тогда вот так приглашенного партнера Мазепина, гендиректора концерна Баумгертнера, пригласил в Минск тогдашний премьер. Сразу в день прилета топ-менеджер был помещен в СИЗО КГБ, а в Россию смог вернуться только несколько месяцев спустя. Кстати, в январе этого года Баумгертнера нашли мертвым на Кипре. Ему вдруг захотелось полазить по скалам в одиночестве. Войска США и Ирана уже практически каждый день наносят друг другу удары, но Дональд Трамп не теряет оптимизма. Президент вдруг выразил надежду встретиться с тем, кого еще недавно многие считали погибшим. Трамп хочет встретиться с Хаменеи. Речь, конечно, не об Али, а о его сыне. Да, я бы хотел с ним встретиться. Я бы хотел встретиться со всеми. Я бы с ним встретился. Мы, вероятно, когда-нибудь встретимся. Все зависит от того, как сложится ситуация. Интервьюер из Нью-Йорк Пост даже задал уточняющий вопрос. Это тот гей-аятолла? Трамп не смутился, ведь ранее косвенно сам подтверждал слухи о интимных пристрастиях верховного лидера. Кроме того, президент США добавил: «Кажется, мы неплохо ладим». Достаточно смелое заявление для человека, отдавшего приказ на ликвидацию отца Маджтаба Хаменеи, прежнего верховного лидера Ирана. В результате того удара и нынешний аятолла, по предположениям, получил серьезные ранения
увольнения, так как за 3 месяца ни разу не появлялся на публике. Миллионы были, наследства нет. Самая знаменитая кошка мира до сих пор не получила обещанные деньги. И речь о питомице Карла Лагерфельда. Перед смертью легендарный кутюрье называл свою кошку Шупет единственной большой любовью и, по данным СМИ, собирался оставить ей часть состояния. После смерти Лагерфельда его капитал оценивали более чем в $200 миллионов. Однако спустя 7 лет выяснилось, что ни сама Шупет, ни ее нынешняя хозяйка Франсуаза Кокот не получили ни цента. Женщина утверждает, что ей пришлось нанять дорогих адвокатов, чтобы добиться исполнения последней воли модельера. Проблема упирается в суды и споры вокруг наследства. Пока юристы делят миллионы, 14-летняя бирманская кошка живет в Париже, снимается в рекламе и остается звездой соцсетей. Но стать одной из самых богатых кошек планеты ей так и не удалось. Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами. Думаю, вы уже догадались, кто автор этой цитаты. Философ Александр Дугин выдал очередную порцию оригинальных идей. Ну, например, нет денег на роботов, давайте деньги напечатаем. С огромной страны надо осваивать. Заселим ее русскими людьми с огромной армией роботов. Этими свежими мыслями любимый философ Путина поделился на полях того самого питерского форума, над которым поднимается дым сгоревшего нефтяного терминала и корвета «Бойки». Тем временем, чуть поотдаль, на том же мероприятии Дугин мог бы посмотреть на достижения отечественной робототехники. Вот эти футболисты красиво падали на поле. А вот эта человекоподобная миссис зависала на очень простом вопросе. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь. Как тебя зовут? Но, похоже, Дугин этого не видел. Но сделал он и крайне опасное предложение. Во главе каждого города будет стоять робот. Мало что этой фразой он сразу нажил себе орду врагов среди мэров и губернаторов России, но само собой просится и продолжение этой мысли. А может, и Путина можно заменить каким-нибудь роботом. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну и за поздравления. Увидимся вечером.